Всем привет! Сегодня на обзоре кофеварка ECP3321 от компании DeLonghi. Сегодня я расскажу, что это за серия ECP, какие в ней есть модели, чем они отличаются, а также мы рассмотрим данную модель, заглянем ей под капот и протестируем ее на эспрессо и капучино. А для начала я расскажу немножечко об этой серии ECP. Эта серия относительно новая, и она пришла на замену серии EC. Серия EC довольно богата на модели, которые имели различные варианты корпуса и отделки корпуса. Но тем не менее, конструкция у них у всех была одинаковая. Одинаковые бойлера, помпы, клапаны и рожки. Если серию EC отличало широкое разнообразие моделей, то новая серия ECP ограничена всего лишь тремя моделями. Младшая, средняя и старшая модель. Младшая модель называлась 3121. Это была модель полностью в пластиковой отделке, не было никаких металлических частей. Капучинатор был также пластиковый. Далее шла средняя модель 3321, которая имела три цветовых исполнения: черное, красное и белое. Средняя модель называлась ECP3321. На видео как раз представитель этой модели в белом исполнении. Эта модель отличалась от младшей тем, что имела уже больше металлических частей в корпусе. И самым видным это была лицевая часть, которая плавно перетекала в платформу для прогрева чашек. А также капучинатор имел уже металлизированную насадку из нержавейки. А в остальном это была точно такая же кофеварка. Следующая, старшая модель, называлась ECP3531. И эта модель уже имела гораздо больше даже от средней металлических частей на корпусе. Помимо лицевой части, также фронтальная часть была в металле. Кроме металлической отделки, у этой модели также присутствовал совсем другой капучинатор. То есть там была специализированная насадка, которая имела передвижное кольцо. Либо разогрев молока, либо взбивание пенки. Но у моделей даже с простой насадкой Panarello есть возможность разогревать молоко. Достаточно просто снять насадку и делать это вот таким вот самим соплом. И как вы в данный момент можете увидеть, все эти три модели абсолютно похожи по дизайну, отличаются только декоративными отделками корпуса, за исключением последней модели, которая имеет совсем другую насадку капучинатора, но она не сильно критичная. В остальном же они все построены на одной конструкции, на одном и том же нержавеющем бойлере, который объемом 180 мл. В нем установлен съемный тен на 1 кВт. Ну и в остальном такие же помпы, клапаны и поддоны. В отличие от европейского рынка, для рынка США и Канады эти модели немножечко по-другому назывались и немножечко было другое у них исполнение. Самыми младшими были модели 3220, полный аналог 3321. Также имели три цветовых исполнения. Следующая модель была 3420 и 3620. По сути, модели одни и те же по внешней отделке корпуса. Различием было только то, что у 3420 был обычный капучинатор, а у 3620 капучинатор, который имеет переключатель между нагревом молока и взбиванием молока. А помимо этого, была также модель, которая не продавалась на европейском рынке, и называлась она 3630. Ее особенностью было это серебристый цвет корпуса. Пластиковые части корпуса были окрашены в серебристый цвет для того, чтобы сойти за металлический корпус. По модельному ряду, я думаю, все понятно. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. А теперь мы рассмотрим ее визуально. Первое, на что мы посмотрим, это на поддон для капель. Он съемный. Решетка съемная, и у него есть специальный поплавок, когда поддон заполнится, он всплывет. Поддон фиксируется, он не съезжает, как у Paemi, допустим. Если его снять, мы видим здесь дополнительный маленький поддончик, такой специальный трей для более высоких чашек. На фото вы видите, какие размеры чашек вмещаются на этот поддон. Также у поддона мы видим отдельный носик, который уходит вглубь кофеварки при установке поддона. Это специально для сброса дренажа.
Дальше мы видим металлическую цельную часть, которая является одновременно и лицевой частью, и платформой для прогрева чашек. Платформа находится прямо-таки над бойлером, нагревается она от него пассивно. Следующим является специально открываемый такой лючок, в котором есть специальные пазы для хранения ситец, а также спрятан бак для воды. Вот он такой. Примерно такой же по конструкции, как в модели 155, 145. И тоже прячется внутрь. Теперь рассмотрим рожок. Рожок здесь отличается от предыдущей серии EC. У него совсем другая конструкция и другой набор сит. Конструкция с чаши полностью металлическая. Внутри, правда, есть пластиковая вставочка, которая выполняет роль леек. Вот они на выходе. Но она съемная, при желании ее можно снимать. А теперь рассмотрим сито. Сито здесь имеют немножечко другую конструкцию и принцип работы. Старые сито имели вот такой вот вид. Внутри сита была пластиковая платформа, у которой есть клапан. При достижении давления этот клапан нажимался, и кофе протекало наружу. В этих же ситах принцип немножечко другой. Здесь используется двухдонная конструкция. Есть много производителей, которые используют такую конструкцию в своих кофеварках специально с двойным дном. Таким образом создается давление и создается также кромопенка. В этой кофеварке в комплекте сит имеются вот такие сита, которые имеют специальную резиновую прокладку. В некоторых и без них. К примеру, сито для чалт, вот как это, оно идет полностью с запрессованным донышком, и оно не разборное. Правда, у меня на канале есть видео, как разобрать такие сито для очистки. Но компания DeLonghi решила упростить эту процедуру и создала специальный такой хвостик и резиновую вставочку. Потянув за него, можно добраться и снять без усилий это второе дно. Таким образом его можно почистить, без усилий сняв и без усилий установить обратно. Сам хвостик этот никак не мешает в процессе приготовления кофе, но зато очень легко такая конструкция облегчает чистку и уход за такими ситами. Если многие выкидывали сито, когда те забивались, потому что очень сложно было их разобрать, то в этом случае сито, можно сказать, вечные, но если не порвется этот уплотнитель. В целом комплект состоит из 3 ситец. Сито на 2 порции. Даже сзади, если присмотреться, есть 2 специально выдавленные мерные ложки. Это значит 2 порции. По идее, 1 ложка, вот она мерная, она помещает в себя 7 грамм. То есть 2 ложки помещаются в одно сито для 2 порций. Следующее сито однопорционное. Даже тут выдавлено, что здесь 1 ложечка помещается. И отдельное 3 сито используется для кофейных чалт. Даже изображено. Теперь рассмотрим, как она включается и как управляется. В отличие от американских версий, у этих моделей для европейского рынка используется электронное включение. Кнопка находится здесь сбоку. Простым нажатием и отпусканием кофеварка запускается. Кстати, такая функция позволяет ей также выключаться в простое. Если она 15 минут не используется, она выключается. У американских же версий включения механической, электроники там нету, и производится оно поворотом вот этого поворотного рычажка. Дальше видим 2 индикатора. Индикатор включения и индикатор готовности. Он будет зеленого цвета. Управление поворотным рычажком либо в сторону приготовления кофе или кипятка для чая, как тут видно на картинке, либо для нагрева до режима пар. У него только 3 положения: эспрессо, кипяток, пар и нейтральное положение. Теперь рассмотрим капучинатор. У него по сути шарнирное крепление.
позволяет ему вращаться немножечко в более широком диапазоне, нежели в обычных, которые только в одной плоскости вращаются. Также насадка металлическая, вернее, имеет металлическое покрытие, что не так позволяет молоку накипать на ней. Дальше идет специальное сопло. В этой модели оно используется из силикона. Оно также съемное, и с помощью него можно разогревать молоко или какую-нибудь жидкость. Включение режима пар позволяет регулировать интенсивность пара. Здесь оно полуповоротное, то есть оно не такое, где надо крутить, а оно опускается до нижнего положения и поднимается. В процессе его переключения как бы позволяется регулировать интенсивность пара. Вот так выглядит группа этой модели. Она имеет гораздо шире дисперсионный экранчик, который покрывает гораздо большую площадь, и немножечко другого типа уплотнитель для рожка. А в остальном она очень похожа на ту, что была в моделях EC. А сейчас я сниму верхнюю крышку, и мы посмотрим, что у нее внутри и как устроено. Ну что ж, крышка снята, мы добрались до внутренностей. Рассмотрим. Перво-наперво, на что обращаем внимание, это бойлер. Это точно такой же бойлер, как использовался по всей серии EC. И даже в некоторых моделях серии Bar, которая была еще ранее. То есть этот бойлер вполне себя нормально зарекомендовал. Объем у него 180 мл. Тен съемный. Тен стоит недорого. Замена будет дешевая. То есть хорошая ремонтопригодность. Видим два стандартных термостата для управления температурой и термопредохранитель. Дальше внизу находится помпа специальной такой шахточки. А внизу под помпой там же находится и электроника. На выходе помпы установлен стандартный ОПВ клапан, который использовался также и в ранних моделях. Он служит для аварийного сброса, если давление превышает 12 атмосфер. Также он служит в роли стравливателя излишнего пара, который образуется во время нагрева бойлера. Весь сброс уходит туда вниз, по вот этой трубке. И выходит он сюда. Этот отсек для бака с водой. И тут мы видим два отверстия. Одно отверстие отвечает за забор воды, а другое за возврат воды из этого клапана. Также здесь в углу есть маленькое отверстие. И это очень удачное конструктивное решение, которое нужно для многих кофеварок. А служит это решение для того, чтобы когда в этот отсек с бака проливается вода, либо при неаккуратной установке, либо при наливе в этот бак, прям не снимая его, часто бывает проливается вода за его стенки и попадает прям туда. В большинстве моделей этот отсек имеет отверстия сквозные, которые уходят либо на днище, либо под саму кофеварку, что является не очень хорошим и удобным вариантом, потому что вода может скапливаться. Дно, если оно металлическое, оно может ржаветь. А здесь же оно попадает в это отверстие, а с него вот этот вот дренажный вывод. Сюда вставляется специальный носик от поддона для капель. И вода девается прямо туда. То есть она никуда не выливается, не подтекает. Все чисто и сухо. Ну и подведя итог по начинке, можно сказать, что это все та же серия EC. С таким же бойлером, клапаном, помпой, только в новом корпусе. По сути ничего не изменилось, но добавились некоторые улучшения в плане пользования. Сейчас я все это собираю, и мы тестируем ее на приготовление эспрессо и взбивание молока. Итак, кофеварка нагрелась, кофе в сито заложен. Сейчас мы его немножечко притрамбуем. Сильно трамбовать не стоит, потому что у сита двойное дно, и оно и так создает дополнительное давление.
А по поводу кофе скажу, чтобы получить хорошую кромопенку и насыщенный вкус, очень важно использовать максимально свежую обжарку. Не секрет уже для многих, что в магазинах это далеко не идеал по свежести. Можно даже сказать, во многом это сухари. Поэтому советую искать обжарщиков, которые делают обжарку гораздо чаще в мелких порциях. И это даст очень хороший результат. Многие спрашивают, какой кофе я использую и где я его беру. Я покупаю кофе у одного человека, который занимается обжаркой кофе. Его контакты для Украины я оставлю внизу под видео. На этом номере есть Viber. Вы сможете с ним списаться и договориться, узнав цены и все остальное. Вот такая вышла крома. Благодаря свежести кофе она плотная, ее много, и она очень насыщенная. А сейчас нагреем ее до режима пар и взобьем молоко. Включаем и ожидаем, когда загорится зеленый индикатор. Подведя итоги, можно сказать, что это весьма удачная и серия, и модель. С практической точки зрения она очень удобная, имеет хорошую надежную конструкцию и также неплохой современный дизайн. Если у кого какие есть вопросы, задавайте, ставьте лайки, подписывайтесь.